Обвал рубля, в Китае пузырь, в Америке пузырь, в Европе пузырь. Мир перешел в ситуацию lose-lose. Поздравляю, господа уважаемые банкиры, валютные спекулянты, вот эти вот обменщики, форцовщики. Ребята, в ваше время приступайте. Впервые санкции достигли своего эффекта. Если рванет там, где вы живете, обвал рубля — это самое последнее, что будет вас интересовать в этот момент. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. На этой неделе США и Великобритания ввела санкции против Мосбиржи. Это вызвало недопонимание, если не панику вообще. Что на самом деле произошло, по-вашему? Мы думали, что мы неуязвимы. Ну, вы знаете, там первый пакет, второй, третий, четвертый. Адаптация уже произошла, уже следующие пакеты были такие, ну, мы их как бы даже и не замечали, да. И вот прилетело прямо в День России, 12 июня. Да, Америка вводит санкции на московскую биржу, торги долларом прекращаются, и на рынке воцаряется форменная паника. Доллар продавали по 150, по 170, а покупали по 50, ведь кто-то испугался тому, что доллар перестанет ходить, и пытался избавиться. Ну и дельцы, конечно, наживались на этом. Это впервые санкции, да, достигли своего эффекта. Я, который был в зарубежной командировке, далеко, так сказать, от дома, но я слышал такие вопли и возгласы. Наверное, вы тоже почувствовали, наверное, вас тоже тряхануло. По факту и по сути, что произошло? Оказалась полностью парализована часть финансовой инфраструктуры, на которой опирался Центральный банк России и многие игроки в России. Дело в том, что торги, валютные пары, доллар, другие валюты, доллар, евро, доллар, юань — это основной механизм, который устанавливал, ну, такую равновесную среду обмена. И когда он выпал, ну, реально парализация произошла. И как обычно в период паники разноголосие вдруг возникло. Одни говорят: все, нам теперь точно форменная смерть, другие говорят: нормально, нас, значит, напрягают, мы крепчаем. Я сегодня в течение выпуска последовательно разберу вот эти события, чтобы каждый из вас был, знаете, не в эмоциональном состоянии, способным, ну, подвергнуть себя риску, нет, а был оснащен вот этими надежными механизмами, чтобы, не подвергая себя риску, сделать более выгодные действия. Поэтому досмотрите этот выпуск до конца, и вы почувствуете, что на самом деле случилось и чем нам это грозит, и как избежать негативных последствий всего этого произошедшего явления. А как вы думаете, чего испугались люди? Да, люди испугались неизвестности, а я вам так скажу: вот вам известность, вот вам новая реальность, пожалуйста, уберите свой испуг подальше, теперь, ну, просто будет по-другому. Да, если раньше Центральный банк устанавливал курс на основании вот этих валютно-обменных операций на бирже, то теперь Центральный банк будет устанавливать курс на основе внебиржевых сделок. Вот теперь раз в день Центральный банк будет смотреть, значит, все за день состоявшиеся вот эти вот внебиржевые операции и также устанавливать. Вот понятно, да? Система, которая воцаряется, она будет гораздо более непрозрачной, чем та, что существовала долго, поэтому именно, знаете, в мутной водице всякое бывает. Есть курс, который устанавливает ЦБ, да, а есть тот, по которому работают банки, и разница между ними будет вам неизвестна. В момент установления паники разница между покупкой и продажей доллара была 100 рублей. Ну, помните, да? По 170 продают доллар, по 50 покупает, больше, чем 100 рублей. Да? Когда паника уляжется, спреды уменьшатся, но спред никогда больше не вернется в те, ну, там, копейки, которые были, когда курс устанавливался, и баланс спроса и предложения, когда много игроков в открытом чате давали свои заявки, и сделки закрывались вот в режиме, ну, прозрачности, так, open book, так называемая, открытая книга. Вот, поэтому система в некотором смысле будет напоминать ту систему, которая была в Советском Союзе. Многие сейчас скажут: вот, наверное, вернуться в времена мракобесия. Да нет, мы давно живем во временах мракобесия. Дело в том, что во многих странах, ну, там никогда не было столь продвинутой биржевой системы, как было в России. Поздравляю, господа уважаемые банкиры! Теперь вы будете собирать
повышенную маржу, поэтому валютные спекулянты, вот эти вот обменщики, форцовщики и так далее, ребята, в ваше время приступайте. Ну а вы, дорогие граждане, которые попадут вот на это все, когда с вас будут состригать шерсть, у вас и так не так много шерсти, а с вас будут вот стричь, пожалуйста, не суетитесь. Чем больше вы ходите в эти обменники, чем больше вы суетитесь, тем больше у вас стригут шерсти. Итак, друзья мои, хорошая новость все же есть. С 2022 года Центральный банк, Московская биржа готовились к этому. И вот это наконец случилось, да, на 2 года позже, чем они думали, да. Вот, да, это привело к суточной, двухсуточной какой-то панике, турбуленции, но сейчас уже плюс-минус все улеглось. И есть и плохая новость. Увеличивающиеся финансовые издержки вот этих трансграничных операций, операций с импортом, с экспортом и так далее, раз, и непредсказуемость валютных пар. Дело в том, что тот, кто ведет бизнес, он знает, насколько важно знать, какая будет себестоимость. Если ты не знаешь, ты начинаешь это перекладывать в цену, и это приводит к зажиму экономики. То есть на самом деле это более сильный фактор, чем увеличивающиеся транзакционные издержки, потому что люди будут бояться прогнозировать, какой будет курс. Явно плохая новость, и она действительно очень сильный удар по экономике России. А сейчас важное сообщение для всех предпринимателей и тех, кто планирует ими стать. Когда я начинал бизнес, было плохо с любым видом документооборота. Чтобы подписать 2 бумажки, приходилось оббегать пол-Москвы, а современные сервисы позволяют подписать онлайн не только бумаги. Не выходя из дома, можно открыть целый бизнес. И, конечно же, я имею в виду банк. Банк для предпринимателей и предприятий. Если в самом начале бизнес-путь выглядит для вас как дремучий лес, то сервис этот точно станет вашим надежным путеводителем. Уже на старте точка поможет подготовить все необходимые документы, подскажет, какую выбрать систему налогообложения и коды деятельности АКВЭД. Открыть бизнес вы сможете, не выходя из дома, без каких-либо очередей. Причем сэкономите не только время, но и деньги, ведь с точкой не придется платить госпошлину. Далее, на всех этапах банк будет неизменно рядом с вами. Бухгалтерия, отчетность, налоги, реклама в интернете, размещение товаров на маркетплейсах и многое другое. И если вы спросите меня, какое время является лучшим для старта в бизнесе, то я отвечу: начинайте прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании и реализуйте свои замыслы вместе с надежным партнером. Игорь Владимирович, и что же дальше? А дальше очень мощные следствия. Чем больше российская экономика привязана в экспортно-импортных операциях к юаню, к рупиям, к лирам, это будет в очередной раз стимулировать повышенные риски. То есть люди будут закладывать повышенную маржу на вот эти вот колебания. Это опять большая нагрузка на российскую экономику. Но, как говорится, российская экономика продолжает быть связанной с мировой экономикой через повышенные транзакционные издержки. То есть нагрузка на экономику растет, но изоляции не случается. Поэтому едем дальше. Ну а теперь по фактам, по конкретикам, все вот эти вот нововведения как на тебе отразятся. Сейчас просто вот назову прям последовательно. Итак, первое. Вырастут цены. Рубль в долгосрочном тренде будет ослабевать ко всем валютам. То есть инфляционные вот эти вот ожидания, вот эти вот повышенные закладки, страховки, они будут делать свое дело на длинном горизонте. Второе. Дефицит некоторых товаров. Вы знаете, когда дефицит некоторых товаров, это уже не просто рост цен. Давайте я пример приведу. Смотрите, у вас есть холодильник, в нем есть какой-то контроллер, сложное устройство, которое управляет всеми там датчиками и так далее, да? И вот этот контроллер выходит из строя, и вы не можете этот контроллер купить. Значит, вам, получается, нужно этот холодильник выкинуть, потому что он никогда больше не будет функционировать. Это не просто контроллер заменить, понимаете? Вам нужно холодильник выкинуть. Это еще больше издержки. Поэтому дефицит или неспособность обрести или завести некоторых товаров, он может родить очень сильные последствия, которые еще реально не изучены. А сейчас что происходит? Тем контрагентам, которые раньше шли на риск и устраивали вот эти многоходовки, им платили там в долларах, там евро и так далее, а сейчас будет затруднена эта возможность. И они просто даже уже по этой причине скажут: все. Да. Это создаст опять же дефицит и перестройку вот этих вот только что адаптировавшихся цепочек логистических. Да. Поэтому приготовьтесь.
Я знаю, что некоторые изделия сейчас поставляются в Россию, ну там, ты заказываешь, тебе говорят, ну вот через год привезем, значит будет через 2. А что такое через 2 года? Это значит, либо будет, либо нет. Правду говорю, вот некоторые сервера, сложное оборудование, у них срок поставки сейчас 2 года. Ну это в основном вот в телекоммуникационном бизнесе. Понимаете, что такое 2 года ждать оборудование? Там и шаг сдохнет, или падишах и так далее. Вообще непонятно, да? Это все, конечно, в очередной раз будет влиять на то, когда мы вообще сможем обеспечить себя самым необходимым или тому, что нам необходимо, да? Поэтому, друзья мои, настраивайтесь на то, что нам придется изобрести или переизобрести многие вещи. А самое главное — переизобрести свою возможность производить, наконец, эти вещи и не рассчитывать, что мы их можем где-то купить. Вот такие времена, как бы сказал Познер. Но напомню вам, какие бы ни были времена, мы ни разу не переставали жить, поэтому и сейчас мы не собираемся перестать жить и будем находить способности, беспричинные, подчеркиваю, способности к выживанию, и не только выживанию, но и процветанию. Едем дальше. Третье — проблема с транзакциями. Они и так огромные, а сейчас их будет еще больше. Да? Кто живет за рубежом, получает зарплату в рублях, как ее перевести? Ну да, альтернативная система перевода денег появляется и справляется с этими вызовами, тем не менее для конкретных людей это очень большая проблема. Поэтому старый добрый кэш в булавке, в заколке. Ребят, куда-то, если вы едете, пожалуйста, берите с собой пачку там, чего-то там, кэша, чтобы не остаться с голой задницей. В конце концов, люди помогут, да, но кэш в кармане не помешает. Четвертый тренд — легализация криптобирж или, ну давайте так, акцент на то, что альтернативные схемы платежей, они будут выводиться из тени. Ну, я надеюсь уже, наконец, хоть я и категорически против крипты и так далее, но когда загоняют в угол, я за. Поэтому даешь альтернативные системы, больше разных и так далее, криптовалюта — наше все. В конце концов, пусть никто не останется, так сказать, без самоспособности, ну, оплачивать товары, услуги. Вы честно заработали свои деньги, и никто не имеет права вас лишать возможности потратить эти деньги. Если для этого придется открыть криптокошелек, ну, чтобы преодолеть вот эту вот банкирскую вот эту вакханалию, вот этот волюнтаризм, который устраивают эти санкционные, так сказать, идеологи, ну что ж, давайте так, каждому вменяю иметь криптокошелек, кто делает трансграничные операции. Игорь Владимирович, а возможен ли обвал рубля? Если факторы, которые сейчас идут, будут накапливаться дальше, то будет очень плохо, и обвал рубля — это самое малое, что из того дерьма будет. На самом деле сейчас никаких оснований на это нет, но если будут скапливаться эти тенденции, а российская экономика не сможет с этим адаптироваться, то грохнет так, что мало не покажется. Это плохая новость, но есть и хорошая. В Европе и в Америке еще хуже дело обстоит. Поэтому вопрос заключается в том, что в Китае пузырь, в Америке пузырь, в Европе пузырь, в России пузырь, и вот эти пузыри, они как вот, знаете, вот у всех глаза на выкате, и все вот друг друга давят, да, и где-то грохнет первый. Вот где грохнет первое, вот разметает нахрен, а остальные пузыри, они еще поднадуются, понимаете? Мир перешел в ситуацию lose-lose, то есть мир не может жить, как раньше жил, и теперь нужно раздавить кого-то. И вот эта вот расширяющаяся по всему миру система каких-то региональных конфликтов, которые грозят перейти в какие-то вот огромные континентальные конфликты, это те самые места, где произойдет сдутие вот этой изрядно надутой ранее экономики. Для сдувания этого мир не знает ничего, кроме войн, кроме каких-то вот катаклизмов и так далее. Поэтому на самом деле все готово для того, чтобы разразилось что-то, ну, непотребное. Вопрос: будет ли тонко там, где вы живете? Если рванет там, где вы живете, ну давайте так, обвал рубля — это самое последнее, что будет вас интересовать в этот момент. Друзья, уже скоро я окажусь во Владивостоке, и во Владивостоке пройдет Рыбаков бизнес-форум 28 июня. Всех жду. Что там будет?
Первое. Новые конфигурации людей для твоего успеха в настоящем и ближайшем будущем. Второе. Обмен опытом с лучшими предпринимателями России и потенциальные партнерства, инвесторы, партнеры, сотрудники, топ-менеджеры, ну и, конечно же, пассионарные лидеры. И третье. Бизнес-модели и стратегии, которые сейчас наиболее интересны для присваивания обстоятельств с максимальной выгодой и с минимальными издержками. На этот раз во Владивостоке произойдет формат Рыбаков бизнес-форума в виде сила сообществ. Что такое сила сообществ? Мои лучшие ученики и резиденты бизнес-сообщества Equium все будут на этом форуме, поэтому это невероятная способность для тебя принять участие и оказаться среди очень сильных людей. Это как раз та самая конфигурация, которая проявит тебя наилучшим образом. В программе форума выступление очень сильных предпринимателей, раз, игра на миллиард, азартнейшее мероприятие, где ты первый раз познакомишься с реальным бизнес-спортом, игра на миллиард. Открытие чаптера бизнес-сообщества Equium Дальний Восток. И четвертое. Специальный закрытый мастер-майнд от Игоря Рыбакова, где я познакомлю вас с уникальной технологией, которую использую уже на протяжении 35 лет для успеха в жизни и бизнесе. Итак, Рыбаков бизнес-форум — форум моментального образования, где ты образуешь все причины, логические причины твоего успеха, ждет тебя. Я тоже тебя жду. До встречи. А кого в первую очередь затрагивает ситуация с санкциями США? Конечно же, импортеров, экспортеров, растут издержки, и самое главное, расчеты перестают выполняться. Тут для того, чтобы настроить новые способы расчетов, опять нужно время. А представляете себе фабрики и заводы, которые, они имеют ограниченные по мощности склады, и вот завод продукцию перестает отгружать, за нее оплачивать перестают, да, и пока вот эта компания не найдет новый способ расчетов, уходит, некоторые производственные компании должны остановиться и так далее. То есть это очень большой вызов, когда вот так вот неожиданно происходит вот такой слом. Второе, неожиданный разворот, смотрите. Рост цены провоцирует необходимость еще более ускоренно индексировать заработную плату в экономике. Наверное, вы видели, что за прошлый год и за этот год несколько раз была индексация, особенно низкооплачиваемым сотрудникам. Растут зарплаты, идет индексация, борьба за людей, вы знаете, сейчас людей не хватает. Это порождает разгон инфляции. ЦБ не понижает ставку, он пытается остановить инфляцию, потому что инфляция нарастает. Ставка остается высокой, а высокая ставка в свою очередь является фактором, который препятствует тому, чтобы были построены новые заводы или фабрики. Смотрите, в результате цена на товары, которые в дефиците, растет. Получается такой своеобразный пузырь, который сдуть и перевести его в какой-то рабочий режим не так-то просто. Если дойдет до того, что Центральный банк повысит ставку до 18%, это будет означать не просто перегрев российской экономики, это выход в неуправляемую спираль инфляционного, надувательства. Прям вот как его назвать? Форменное надувательство. Что такое 18% ставка? Это означает, что мы не сможем финансировать стройки ни одного предприятия. 18 — это значит финансирование на земле будет 25 минимум, а то и 30%. Вы знаете, что такое 25-30% годовых? Это значит, никто не будет строить никакие фабрики, заводы, никто не будет, все отнесут деньги куда? На депозит. У нас экономика кислых щей называется так. Мы ничего не производим, мы индексируем зарплату, рост зарплаты надувает цены, да, товаров нет. И именно поэтому удар в самое больное место — это вот валютные транзакции со всем миром, это очень больно. На самом деле, еще раз повторяю, пока Россия не будет производить товары и продукты в достаточном количестве, чтобы не быть столь уязвимым, когда мы начинаем конвульсировать, что мы не можем снабдить свою экономику товаром, все. Ребят,
Китай за 30 лет стал мировой фабрикой по производству всего. Это не есть нерешаемая задача. Нам в любом случае предстоит захватить вызов так называемой новой индустриализации России. Поэтому все здравые люди, кто реально себя рассматривает не вот этим вот, тем, кто судачит про то, что вот там не смогли и так далее, а тем, кто реально хочет позаботиться о своем будущем, ребят, нам никуда не деться, кроме как выполнять новую индустриализацию России. Готовьтесь. А что вы посоветовали бы сейчас предпринимателям? Ну, первый главный совет — не дергайтесь. Конвульсионные действия, вот эти вот дергания, да, вот они приводят к трагедиям и так далее. Поэтому, друзья мои, сейчас по пунктам расскажу, что делать, чтобы не стать легкой добычей. А ведь ловцов, которые хотят присвоить ваше тело, ум и сердце, их хватает. Сколько их. Поэтому давайте поехали по пунктам под запись. Поехали. Первое. Не спекулируй на курсе. Каждый раз, когда паника, когда вот эти вот все бегут, очередь и так далее, сперва занял очередь, потом разбираешься, что дают. Я и сам вставал в такую очередь, честно говорю, я же вот открыто говорю. Поэтому, смотри, когда паника, пожалуйста, не совершай никаких действий, воздержись, сделай паузу, замедлись, уезжай в деревню, куда-нибудь там в огород, займись там посадкой картошки, займи свое внимание чем-то, читай книгу, отвлекись от действий, которые совершает толпа. Второе. Будь готов, что удлинятся сроки заказа некоторых товаров, сроки там валютных операций. Например, там отправил куда-то деньги, они не зачисляются. 2 недели легко, иногда месяц, иногда вообще не зачисляются, иногда даже и не возвращаются. Будь готов к этому, закладывай это все в маржу и так далее. Я уже сегодня говорил о том, что это повысит издержки и повысит неопределенность, но делай это, чтобы твоя рациональная система, да, обеспечения или самообеспечения, она учитывала вот это вот обстоятельства. Будь готов к неожиданностям. Кто лучше готов к неожиданностям, у того все более-менее спрогнозировано. Третье. Переходи на рубль. Сейчас как никогда, времена, когда операции в рубле, они очень привлекательные, ставки огромные и так далее. Тем более, если у тебя есть какие-то там деньги, друзья мои, сейчас депозиты 16–18% годовых, размести в депозит и так далее. Все, заканчивайте с этими валютными операциями, даже если вы ждете доллар по 200, будет ли он по 200 неизвестно, но на издержки вы уже попадаете. Поэтому смотрите, переходите на рублевые расчеты, и в конце концов, знаете, появляется очень много операторов, которые через рубль делают все, что необходимо. Это, кстати, очень интересная тенденция, что мы фактически приобретаем во всем мире способность, оставаясь в рубле, оплачивать товары, услуги. Я и сам начинаю пользоваться именно такими операторами. Изменения идут очень быстрые, и приспосабливаемость тоже идет. Изучи работу с цифровым рублем. Возможно, если у тебя малый бизнес, ты предприниматель, использование цифрового рубля будет очень даже кстати. Особенно в свете увеличивающихся транзакционных издержек, цифровой рубль — это, кстати, возможность удерживать издержки в приемлемом виде. Я не думаю, что цифровой рубль будет заменой криптовалютам и так далее, то есть цифровой рубль не будет пригоден для трансграничных операций достаточно длительное время, но потом он займет свое место, всему свое вовремя. И пятое. Используй ситуацию с выгодой. В конце концов, я хочу противопоставить этой панике, то есть интерпретации происходящего как ужас ужасный, со всеми вытекающими: страх, испуг, депрессия, подавленность и так далее. Я хочу противопоставить этому другой способ. Смотрите, когда новая неопределенность, к которой еще пока мало кто готов, а ты будешь готов один из первых, значит, ты сможешь воспользоваться новой раскладкой, новой конфигурацией. Окружай себя такой конфигурацией людей, которые, знаете, как исследователи, которые первые находят наиболее выгодные ходы в изменившейся обстановке. Будь среди этих людей и используй ситуацию с выгодой. В конце концов, это наиболее сильное действие, что можешь сейчас сделать ты в эпоху этого бурного ветра. Ведь когда идет огромный ветер, шквал, можно пытаться противостоять ему, укреплять жилище, но буран или огромный ветер снесет это жилище, и ты останешься и без жилища, а может быть даже жизнь потеряешь. А можно
вот этот буран и вот эту вот бурю использовать как, ну, использует ее капитан парусного судна, который под правильным углом ставит парус, да, и направляет свое судно там в гавань. Это ключевой 5-й пункт, я бы сказал, он мой любимый. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в Ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. Есть ли в этой ситуации какие-то плюсы для России? У меня есть субличность, она называется коллекционер состояний. Я обычно использую эту субличность тогда, когда полная жопа вообще. Вот все развалилось, вот все пропало, и я в последнее время частенько прибегаю к этой субличности, да. И особенность этой субличности такая, что когда полная жопа, все пропало, я внимательно рассматриваю эту полную жопу. Каждая трещинка, каждая деталь вот этой полной жопы — это же шанс взять в свою коллекцию то, что ни у кого не было в таком огромном масштабе и так далее, понимаете, это эксклюзив. Когда вот так внимательно рассматриваешь вот это все, видится очень много интересных ходов и нюансов. При этом, если паникуешь, да, ничего не видишь. Есть ли во всей этой ситуации плюсы для России? Ну, конечно, есть, если мы, всматриваясь в них, продолжаем жить и делаем, знаете, такую опору на себя, который может присваивать обстоятельства с максимальной выгодой, с минимальными издержками. То есть все, мы как тот самый капитан парусного судна, да, ставим парус и продолжаем движение. Конечно же, есть. Воспользуется ли Россия этим? Я не знаю. Я хочу, чтобы ты лично воспользовался этим. Потому что, ну, Россия состоит, сильная Россия, как страна, она состоит из людей, которые смогли воспользоваться новыми раскладами обстоятельств. Вот именно ты воспользуешься этими обстоятельствами, да, значит, и у страны будут тоже шансы. Вот такое время Че, что называется, да. Я не могу допустить, что я откажусь от способности, да, взять этот вызов, захватить. Поэтому каждый из вас, кто захватывает этот вызов вместе со мной, давайте делать это вместе, давайте размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Будь готов к неожиданному, завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.